Саммит АСЕАН, который сейчас проходит в Джакарте, пока повторяет судьбу саммита НАТО в Вильнюсе. На нем, кажется, тоже не достигнуто существенного продвижения ни по одному из ключевых вопросов. Ожидалось, что центральными темами станут продолжающаяся гражданская война в Мьянме и территориальные споры в Южно-Китайском море, вопросы непосредственно касающиеся участников ассоциации. Но в итоге фокус внимания сместился на приглашенных дипломатов. А это, на минуточку, представители Китая, России и Евросоюза. Характерно, что в заявлениях дипломатов, попавших под обстрел вопросов журналистов, пока сенсации не звучит. На министерской встрече Россия-АСЕАН, например, обсудили сотрудничество в технологической сфере, борьбу с организованной преступностью и умные города. Журналистов во время пресс-конференции гораздо больше интересовала судьба зерновой сделки, которая истекает в ближайший понедельник. Но по этому поводу министр иностранных дел России Сергей Лавров лишь сказал, что ему неизвестно ни о каких новых предложениях. О каких-то новых предложениях мне неизвестно, но, судя по всему, речь идет о том, что президенты Путин и Эрдоган обсуждали уже давно, а именно о нашей готовности и готовности к этому самой Турции работать независимо от каких-либо иных договоренностей над поставками зерна, льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре. Турция была заинтересована в том, чтобы помогать перерабатывать наше зерно и участвовать в схеме, которая позволит независимо ни от кого и ни от чего помогать развивающимся странам. Интересно то, что Лаврову был задан вопрос о востребованности АСЕАН в современной дипломатии, учитывая растущую роль БРИКС, ШОС и других форматов. Министр ответил, что это пресловутая медлительность и даже, я бы сказал, некая оторванность АСЕАН от самых злободневных тем. Вашему вниманию. Есть выражение метод АСЕАН, ASEAN Way. Это спокойный, вдумчивый, без какой-то рефлекторного реагирования на сегодняшние злободневные темы, порой искусственно раздуваемые, вбрасываемые в международную повестку. И именно этим АСЕАН всегда был ценен, и все превозносили опыт этой структуры, опыт и возможности собирать вокруг себя самых разных партнеров. В чем, в принципе, ценность и актуальность взаимодействия в формате АСЕАН? Ответ искал, и, я надеюсь, нашел наш обозреватель Георгий Скрипачев. Да, здравствуйте, коллеги. Давайте обо всем по порядку. Во-первых, между Россией и странами ассоциации сохраняется существенный товарооборот. Около 20 миллиардов долларов за последний год. Причем растет доля экспорта из России в страны АСЕАН. В основном пока он касается химической и сельскохозяйственной продукции. Но ширина ассортимента и суммарный его объем могли бы быть еще выше, если бы не нехватка логистических магистралей. Мы от АСЕАН получаем полупроводники и электронику. По этому поводу, кстати, коснулись, конечно, и темы дедоларизации, но пока без конкретики, только вот такое генеральное стремление к ней. В Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии, АСЕАН, напомню, входят 10 государств. В порядке присоединения их назову: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Статус наблюдателей сейчас имеют Восточный Тимор и Папуа-Новая Гвинея. Помимо них существует также два расширенных формата. Первый называется АСЕАН +3, который включает в себя Китай, Японию и Южную Корею. И региональный форум, в который входят еще 11 государств и еще весь Евросоюз в полном составе. Заявки на участие в этом формате также подавали Казахстан, Киргизия и Афганистан. Во-вторых, почему еще важна эта тема? АСЕАН продолжает придерживаться политического нейтралитета в том, что касается России. Ни в одном официальном документе по итогам саммита, по крайней мере, вот на сегодняшний день, но, честно говоря, и завтра тоже не ожидается ни одного высказывания ни в поддержку, ни с осуждением действий России. Причина проста. Сингапур, например, вообще принял против России санкции. Камбоджа, просто пока осуждает. А вот Вьетнам и Лаос, например, наоборот, отказались голосовать по резолюции ООН с осуждением России. Вот, точно такой же разрыв по вопросу военного переворота в 2021 году в Мьянме. Индонезия, Малайзия и Сингапур призывают бойкотировать генералов, которые тогда взяли власть в свои руки. Таиланд, Камбоджа, Вьетнам и Лаос настроены на прагматичный диалог. Есть и неопределившиеся, естественно. Пока вот этот консенсус не достигнут, место Мьянмы на саммитах вообще остается вакантным.
Ну и на этом фоне многие страны испытывают, конечно, некоторое разочарование в АСЕАН, которое вот выглядит просто неспособной урегулировать ни вот этот кризис в Мьянме, ни территориальные споры в Южно-Китайском море, о которых Юра уже сказал. И возвращаясь к повестке саммита, вот в военной сфере еще коснулись одной темы, так называемого Бангкокского договора. Это соглашение о создании безъядерной зоны в регионе. Страны АСЕАН с 1995 года уже приглашают ядерные державы подписать этот документ, но до сих пор никто не согласился. Не произошло этого и на этот раз. Сергей Лавров, например, заявил, что подписать договор Россия не против, но только если все участники договора о нераспространении ядерного оружия будут соблюдать свои обязательства. А Корея и Япония, по словам министра, вот я процитирую, дают сигналы, что они не прочь разместить у себя американское ядерное оружие. Ну вот и в этом контексте как бы Россия уже согласиться, конечно, не может. Но также, в общем-то, комментируют эту тему и другие ядерные державы. Как бы мы в целом за, но подписывать не будем. Егор, мы благодарим. Спасибо. Мы продолжим. Журналисты отдельно подметили, конечно, и комические моменты форума. Например, внушительных размеров матрешку, которую российская делегация подарила новому генеральному секретарю организации. Как потом объяснил министр, такой подарок уже стал традиционным, и по замыслу с каждым новым генсеком матрешка должна становиться все больше и больше. Также российский МИД поделился видео, как индонезийские журналисты встречают дипломатов. Это очень интересно. Китайский коллега Лаврова, министр Циньган, на саммит, кстати, не приехал. По официальной информации, он болен, на публике не появлялся с 25 июня. Вместо него страну представляет куратор внешней политики в Компартии Ван И, который уже встретился и с Сергеем Лавровым, и с Энтони Блинкеном. Первая встреча ограничилась программными заявлениями о недопустимости втягивания АСЕАН в орбиту влияния НАТО. Какие еще сигналы можно было разглядеть во время саммита, чего ожидать от стран региона в ближайшем будущем? Обсуждаем. К нам подключается Роман Файншмидт, лектор президентского университета в Индонезии. Роман Иосифович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, хотелось бы пояснение от вас услышать, почему так Лаврова журналисты встречали на саммите, почему такое повышенное внимание? Ну, можно прямо сказать, что в Азии, в принципе, существует достаточно широкий интерес к России и любой повестке, связанной с Россией. Могу даже по своему опыту сказать, что о России очень многое знает и постоянно интересуется касательно как культурной сферы, так и политическими и экономическими моментами. Так что, в принципе, интерес господину Лаврову, он даже и не удивителен лично для меня. На саммит, мы уже сказали, были приглашены Лавров и Блинкен, представители тех стран, которые в организацию не входят. Таким образом, государства Юго-Восточной Азии демонстрируют направленность в обе стороны, пытаются соблюсти некий баланс или усидеть на двух стульях. Давайте все-таки не будем как-то рассматривать через стулья. Тогда уж не два стулья, а много стульев. Все-таки АСЕАН пытается придерживаться политики равноудаленности от крупнейших держав, при этом активно развивая сотрудничество с ними. Поэтому вы можете увидеть, что у нас как раз представлены и Россия, и Соединенные Штаты, и Китай, а также, в принципе, ряд других игроков. И тут я, кстати, отмечу, сейчас активно медиа отмечают, что это саммит АСЕАН. Это не совсем корректно. Саммит АСЕАН один саммит АСЕАН прошел в мае, и следующий ожидается в начале сентября. Сейчас мы с вами как раз можем ожидать Восточно-азиатский саммит, встречу министров иностранных дел с приглашением партнеров по диалогу, куда как раз входят и Россия, и Соединенные Штаты, а также, соответственно, ряд других игроков, в том числе, например, Южная Корея или Япония. Вот. Ну и также, как уже было отмечено вашим коллегой, еще ожидается региональный форум по безопасности АСЕАН, вот, который также является одним из... Большое количество встреч. Роман Иосифович, хочется понять, а для чего? Ну вот, честно говоря, мы каких-то таких сверхярких заявлений не заметили за сегодня.
Это, в принципе, вполне естественно для мероприятий и форматов, связанных с ASEAN. Как раз здесь мы с вами можем увидеть проявление концепта взаимосвязанности. И, соответственно, диалоговые площадки, как раз отсюда и название «диалог», они используют для того, чтобы поддерживать диалог как между странами ASEAN, игроков Юго-Восточной Азии, так и, соответственно, между основными партнерами региональной группировки ASEAN. Вот, поэтому достижение каких-либо эпохальных событий в принципе в рамки данных мероприятий не входит. И тут я как раз еще хотел бы добавить, в основу повестки проводимых мероприятий у нас сейчас входят как раз вопросы, связанные с Южно-Китайским морем и необходимостью стабилизации обстановки в этом регионе. И второй вопрос, как уже тоже было отмечено, это попытка решения вопроса, связанный с Мьянмой, в которой уже с 2021 года тлеет военно-гражданский конфликт. Ну вот еще до старта саммита, пару дней назад, индонезийские СМИ писали, что намерены страны ASEAN обратиться к представителям ядерных держав и предложить им подписать так называемый Бангкокский договор 1995 года, который объявляет территорию Юго-Восточной Азии свободной от ядерного оружия. И подписать документ планировали попросить, кроме Москвы, еще США, Францию, Британию и Китай. А вот есть ли какая-то информация на этот счет, что в СМИ обсуждают, и насколько вероятно, что такое предложение действительно прозвучит и договор будет подписан? Да, действительно были подобные разговоры, однако говорить о том, что эти разговоры приведут к каким-либо качественным результатам, в том числе и присоединению к Бангкокскому договору, в принципе, не следует ожидать. Опять-таки мы можем увидеть противоречия со стороны сверхдержав, опять-таки со стороны Соединенных Штатов и со стороны России, в связи с чем, скорее всего, подобные разговоры, они останутся только в рамках обсуждения. На данный момент я бы не стал этого ожидать. Роман Ильич, спасибо. Лектор президентского университета Индонезии был на прямой связи с нами Роман Вайншмидт. Спасибо. Мы идем дальше. Такой вот разный рубль сейчас